Итак, дорогие друзья, всем привет! В общем, озадачился я такой темой, как установкой коллиматорного прицела на гладкоствольное оружие. Это ИЖ-17 в 32 калибре. Значит, захотелось мне установить коллиматор. Никакой толковой информации в интернете, да, люди ставят, все по-разному. Ну, в основном такие вот, как типа, дай-ка я похвастаюсь, смотрите, вот у меня коллиматор стоит на гладкостволе. А как он стоит, как он туда закреплен, никто не показывает. Ну и решила сделать такой видеообзорчик, как решил сделать это я. Значит, такой вот прицел закрытого типа от компании UTG. Значит, точка красная, зеленая. Значит, яркость тоже регулируется. И регулировки прицела, значит, имеется 1/2 дюйма на 100 ярдов. То есть один щелчок это 1/2 дюйма. Вот, значит, прицел коллиматорный с быстросъемом. Вот у него зажимчик тут такой. Вот, на планку вивера. Вот, ну, как вы догадались, то есть планку вивера я решил не покупать, потому что планочка стоит от 900 рублей и выше, самая дешевая 900. Поэтому я решил полностью сделать все сам. Все, что мне для этого понадобилось: два кусочка металла, точнее 3 кусочка металла. Вот один листовой, значит, 2 миллиметра толщина. Вот загнул я его вот так вот по диаметру ствола, соответственно, да. И еще две планочки, то есть они уже потолще идут. Тут толщина металла. Из какого я делал-то? Ничего не мерил, никаких размеров, никаких ничего я не вымерял. То есть все делалось абсолютно полностью, все на глаз. Ну, то есть я всегда по этим принципам делаю, и всегда у меня все сходится и подходится. Значит, 7,22. Ну, вот это 7 миллиметров. А это у нас 8 миллиметров. А, нет, тоже 7 миллиметров, такая же. Вот, значит, 7-миллиметровые планочки. Значит, это вот сама планка вивера, которая продается в магазине, 900 рублей стоит. Вот я ее сделал буквально, я не знаю, за, ну, может быть, часа за полтора, за два, да. Значит, самое главное, вот этот угол, сам хвост, да, вот этот ласточкин, так сказать, или как он правильно его назвать. Главное его сделать точно основное, то есть никакого инструмента у меня нету в плане фрезерного станка, токарного. Поэтому все это было сделано с помощью болгарки, дрели, ну и, соответственно, там напильников, надфилей и шкурки. То есть я их выровнял, подогнал. Сама планочка встает. Здесь вот сделан такой паз. Это вот здесь вот на коллиматоре есть вот такой вот штифт, на который она должна плотненько садиться. И то есть, когда ее прижимаешь, никаких вообще люфтов нету. И все, быстросъем зажимается, и все, эта планочка здесь установлена. То есть это сама планка, на которой будет установлен сам прицел. Значит, как я выполнял, значит, взял листовой металл, загнул, взял одну пластинку, к которой будет он прикручиваться. То есть вот таким вот образом, значит, вот так вот, наверное. Не совсем у меня тут все симметрично и идеально. Но тем не менее, сейчас посмотрим. Так, по-моему, вот так. Нет, все-таки. Я ее вниз головой держу. Вот, все понятно. Все, вот так вот. Вот, значит, здесь выбрал болгаркой, доработал напильником. Это желобок под сам ствол. Ствол круглый. Вот, просверлено отверстие. Отверстие сквозное. Нарезана резьба 4 миллиметра. Точнее, вру, резьба. Так. Нет, здесь резьба 3 миллиметра. 3-миллиметровая резьба, то есть насквозь засверлена и нарезана на всю длину резьба. Значит, устанавливается это вот следующим образом. То есть вот так вот она собирается. Болтички 3 миллиметра. Так, я, наверное, думаю, сразу, наверное, начну собирать на стволе, чтобы, так сказать, особо не удлинять, так сказать, процесс, не растягивать. Вот таким вот образом. Да, металл, соответственно, не был таким черным. Черным это его сделал я с помощью вот такого вот холодного воронения баллистол.
Вот, покрыл воронением. Вот. И вот так вот все получилось. Так, значит, одну сторону прикрутили. Теперь точно так же. Так, надо пока ослабить здесь. Так, теперь прикручиваю такие же два болтика с обратной стороны. Болтики, к сожалению, пока разные. Завтра приобрету одинаковые. Тут у меня одни под крест, одни под минус. Так, вот, значит, вот такая вот планочка у нас получилась. Вот она на стволе. Она будет стоять под цевьем. Вот. Будет вот здесь вот установлено. Значит, далее здесь 4 отверстия. Центральные 2 это на 5 мм, наружные на 6 мм. У верхней планочки, у самой планки вивера, здесь, значит, наоборот на 6. Ну и здесь резьба на 6. То есть здесь идут у нас, получается, как она ставится сейчас. Не во всех положениях она тут ставится. Да, все правильно, вот так. Значит, здесь болты у нас под минусовую отвертку под тай. Сверху прикручиваем вот так вот саму планочку. Вот. Дальше, для того, чтобы зафиксировать все это приспособление на стволе, вот я взял обычный хомут, который червячного типа хомут. Отрезал от него вот две такие полосочки. Они будут подкладываться вот так вот с той стороны, вот под эти вот болты, под шестигранник. И здесь уже вот этими болтами туда утапливаем. Тут резьба закручена насквозь, то есть насквозь двух планок он сразу прокручивается. Вот, берем шестигранник, не тот шестигранник взял. Так, вот взял тот шестигранник. И насквозь обе планки одновременно прокручиваются. Вот таким вот образом. Соответственно, с той стороны они вылезают. Мы туда подкладываем вот эти вот хомутики, чтобы ствол не портить. И все это дело фиксируем, соответственно, на стволе. Далее устанавливается коллиматорный прицел. Все, прицел установлен. То есть зажму болты. Вот, значит, далее останется доработать цевье, потому что цевье, оно сюда не ложится, не встает. То есть нужно часть цевья стамесочкой вот так вот доработаю и внутри, соответственно, уберу, чтобы она плотненько все было. Вот, таким вот образом будет у меня установлен коллиматор. Соответственно, никаких лифтов не будет. Значит, далее, что я еще сделаю? Я вот эту вот нижнюю саму скобу, она здесь будет установлена. То есть все места контакта, которые имеются со стволом, я посажу на эпоксидный клей. Значит, эпоксидка, она нужна не для того, чтобы все это дело зафиксировать и держать. Держаться она будет... Ну, конечно, момент крепежа она тоже будет как бы какое-то влияние действовать, то есть давать то, что оно будет закреплено, да, то есть уже не будет никаких, точно исключим все движения. Но для чего она нужна? Для того, чтобы, вот если вот туда вот вовнутрь будет между стволом и вот этим хомутом будет попадать влага, а она туда обязательно будет попадать. Будь то дождь, снег, который там тает. Вот, соответственно, понимаем, да, что будет происходить, все это дело будет там ржаветь и будут раковины. И чтобы вот это все дело исключить, мы на полный слой эпоксидки, то есть посадим это на полный слой эпоксидки, то есть прям залью эпоксидкой, посажу, прикручу и притяну. Вот, соответственно, и верхнюю планочку, соответственно, тоже, то есть замажу эпоксидкой, притяну на место, потом лишнюю эпоксидку уберу, которая будет вылезать со всех сторон. Все, и потом останется доработать только цевье.
Вот, и будет готово. Итак, ну давайте покажу, как это будет выглядеть уже в собранном виде. То есть вот эта конструкция. Вот, то есть никаких шатов, люфтов у нее точно не будет никуда. Отдачи у этого ружья слабые. То есть нету таких сильных отдач, чтобы можно было двигать куда-то. Ну, вот эти вот коллиматоры, именно вот эта вот модель, в принципе, она хорошо себя зарекомендовала. То есть почитал где-то на форумах, поспрашивал людей. Вот, говорят, что вот эти коллиматоры, в принципе, держат даже 12 калибр отдачи. Ну, не знаю, как насчет магнума, не магнума. Вообще прицел это производители, то есть это американцы делают эти прицелы, но, соответственно, этот прицел он сделан в Китае. Вот. Мне понравился он чем? Первое, то, что он на зажиме на быстросъеме, то есть можно его быстро снимать, то есть убирать в карман, убирать ружье в чехол, то есть к ружью он не будет постоянно прикреплен. Первое. И второе, у него есть заглушки, крышки, которые закрываются, чтобы не так сказать, не пачкать, да. Вот, и колесико, соответственно, вот одно положение, сюда красным горит, туда зеленым. Ну и, соответственно, по нарастающей. То есть это маленькая точка, потом больше, 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 и жирная яркая точка в конце. Вот, также эти колпачки, если кому-то мешают, они легко и просто вот таким вот образом они отсюда вот так вот они снимаются, все, и остается вот такой вот коллиматор, маленький, миниатюрненький. Ну, это когда уже чисто по стрелушке выехал, уже все на одном месте стоишь, стреляешь куда-то. Естественно, их можно снять, чтобы они не мешали, не болтались. Вот и все. Ну, а соответственно, если идешь уже куда-то на охоту поохотиться, то как бы да, их одеваешь, потому что ружье бывает носишь на плече, через плечо, где-то по кустам, снега много и так далее. В общем, вот так вот. Вот такой вот коллиматор я купил. И вот так вот я его решил установить. Так, ну давайте сейчас, значит, все это дело полностью соберу на эпоксидку. Значит, доработаю цевье. Стамесочки я уже приготовил, осталось только наточить. Доработаю свое цевье и покажу, как это будет уже выглядеть в собранном виде. Итак, ребят, ну что, в общем, все готово. Установил я кронштейн. То есть, как и должен стоять, он сразу за скобой. Вот, повторюсь, значит, болты М4. Здесь одна планочка прикручена к болтами, к ней прикручена сверху планка Вивер. Вот такая вот тоже самодельная. И насквозь закручены, упер в сам ствол болты крепежные. Значит, залил я там полностью все, то есть когда ставил, собирал вот эти вот места все смазал эпоксидкой, поставил на эпоксидку, здесь налил эпоксидки, поставил, все затянул, вот, и дальше пролил эпоксидкой полностью, взял пистолет, термоклей, залил один торец, полностью прям замазал таким жирным слоем, ну отодрал уже его, все, чуть-чуть остались капелюшечки, залил полностью термоклеем. Вот так вот его поставил. И сюда просто заливал эпоксидку, пока она не наберется полная. То есть эпоксидки у меня туда немало ушло. Вот, залил, то есть полностью. То есть это сейчас конструкция как монолитная. То есть то она точно никуда двигаться не будет. Ей там хоть по дереву стучи. Вот, никуда она с места не сдвинется. Мало того, что она сама по себе зажата винтами. Вот, она еще и на эпоксидке сидит. Поэтому вот так вот. Вот, немножко, значит, доработал цевье. Вот здесь морилочки чуть-чуть налил. Значит, ну, особо не старался. Почему? Потому что в ближайшее время меняю приклад вместе с цевьем. То есть детальки уже заказаны. Будут новые из ореха. Это, судя по всему, береза. Вот. И заказал чуть подлиннее. Вот такое вот цевье у меня будет. Капелюшечку длиннее. Ну, просто здесь вот выбрал под вот этот самый хомут. Вот, и вот так вот это все у меня. Все застегнулось. Вот так вот все плотненько сидит. Вот как это выглядит в собранном виде. Так. Все. Вот, и осталось, естественно, поставить только сам коллиматор. Вот. Оп. И на зажиме его туда зажали. Все. Коллиматор установлен. Крышечки чик-чик открыл, и можно вести
Огонь. Вот, значит, осталось только мне немножко его поднастроить, подрегулировать. Вот. Ну, поедем на полигон, постреляем пулями. Вот. Кое-какие пульки я уже отстреливал. Вот. В ближайшее время выйдет еще одно видео по пулям. Пуля «Зенит» доработанная. Надеюсь, она у меня полетит намного лучше, чем предыдущая версия. Вот. Ну, значит, попробуем пристрелять. Постреляем этот прицел. Постреляем с этого прицела. Посмотрим, как он себя будет вести. Вот. Так что, ребят, если понравилось мое видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Дальше будут также интересные видео. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока.